Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 23 марта. Сегодня у нас с вами суббота. Сегодня, друзья, достаточно прекрасный и чудесный день. Сегодня день денежной благодати. Сегодня на протяжении этого дня произносите одно слово. Оно поможет вам соприкасаться с энергией изобилия, достатка и благополучия. Только это слово нужно произносить правильно и только тогда, когда для этого появляются возможности и ситуации. Далее мы, друзья, с вами об этом все разберем. Почему же сегодняшний день, 23 марта, день денежной благодати? Дело в том, что этот день считается великолепным днем, когда энергии изобилия и процветания доступны для всех людей, кто способен правильно направлять свои мысли, эмоции и действия. И поэтому, если вы будете находиться сегодня в правильном направлении, с правильными словами, мыслями, то вы сможете максимально привлечь денежные потоки и расширить свои финансовые возможности. Друзья, далее все более подробно. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии прямо сейчас пропишите следующую фразу. Я, ваше имя полное. Далее напишите: сознательно умножаю деньги в своей жизни. Я, ваше имя, привлекаю изобилие и финансовый успех в каждый аспект своего бытия. Обязательно прописывая эти слова, пишите ваше имя. Только, пожалуйста, полное имя. Это очень важно. Помните о том, что Вселенная, она еще та шутница, поэтому ваша задача правильно донести ваши слова. Еще раз повторимся, что сегодня именно Вселенная помогает тем, кто находится в созидательном русле касательно слов, мыслей, действий и так далее. Поэтому, пожалуйста, эти слова пропишите в комментарии к этому видео. Ну а мы с вами, друзья, продолжаем. Итак, что же сегодня, друзья, нас с вами ждет 23 марта по лунному календарю? Вообще, сегодняшний день будет насыщенной энергией и возможностям благодаря влиянию растущей Луны в знаке зодиака Дева. Обращаем ваше внимание, что 25 марта у нас с вами полнолуние. Полнолуние достаточно интересное по своей энергетике. Также у нас откроется коридор затмений до 8 апреля. Поэтому у нас на канале есть видео, обязательно их посмотрите. Мы там даем определенные подсказки, советы, а также даже моменты касательно будущего. Поэтому обязательно просмотрите. Вообще сегодня Луна в знаке зодиака Дева у нас с вами ассоциируется с практичностью, с порядком и стремлением к совершенству. Сегодня вы можете чувствовать себя более ответственными, более организованными. А это делает что? Это делает более день благоприятным для планирования, для организации и для выполнения задач. Кроме того, 13 и 14 лунные сутки, которые сегодня пребывает Луна, придают нам дополнительную энергию, что делают это идеальным временем для начала новых проектов или инициатив, которые направлены на рост и на развитие. Также сегодняшний день, 23 марта, будет благоприятным временем для улучшения здоровья, особенно для тех, кто страдает от нервных расстройств или стресса. Также Луна в знаке зодиака Дева способствует более внимательному отношению к своему телу и к своему уму, что может способствовать принятию мер по улучшению общего благополучия. Также обращаем ваше внимание, что несмотря на положительные аспекты этого дня, сегодня есть опасность перфекционизма и слишком критического отношения как к себе, так и к окружающим людям. Поэтому Луна в знаке зодиака Дева может вызвать сегодня чувство где-то недостаточности, тревоги по поводу совершенства, а это уже может привести к излишнему напряжению и стрессу. Важно помнить, что у нас никто не идеален, и мы с вами, должны стремиться, развиваться, двигаться, искать новые пути для своего развития. И помните о том, что допускать ошибки – это нормально. Вы должны понимать то, что ошибки – это ваш жизненный опыт. Вы приобретаете таким образом навыки, знания. И когда вы допускаете ошибки, вы понимаете, что это хорошо, а что это плохо, почему у вас это не получилось. У вас включается сразу критическое мышление, которое и обрабатывает
перерабатывают информацию, благодаря которому вы пришли к тем или иным моментам в своей жизни. Поэтому, если вы допускали какие-то грубейшие, как вы считаете, ошибки в жизни, не расстраивайтесь, не берите близко к сердцу. Ваша задача сделать выводы и больше этого не делать. Самый простой пример, когда ребенку говорят о том, что горячая чашка чая, не трогай чашку. Ребенок все равно хочет потрогать. Почему? Потому что ему это интересно, он познает мир. Так же самое и человек, да, ему говорят, не надо этого делать. Человек дотрагивается, тот же ребенок, да, и что? Обжигается. Какой человек опыт приобретает? Негативный, плохой, человеку это не нравится, да, ребенку, но он уже знает о том, что он больше к чашке с горячим чаем не дотронется. То есть у ребенка уже вырабатывается определенный инстинкт, вырабатываются определенные выводы в голове. Вот такие в жизни у каждого человека. Если брать это глобально, это касается и отношений, это касается кредитов, долгов, денег и так далее, и так далее. Когда в вашем окружении появляются вот люди, которые несут негатив, которые несут разрушение, вы должны понимать, что это в первую очередь ваши учителя. И когда вы это понимаете, когда вы это осознаете, вы должны их благодарить и учиться и идти дальше. Конечно же, с такими людьми не стоит строить ни отношений, ни какой-то бизнес и так далее, и так далее. То есть вам преподают урок, но почему-то люди любят ходить постоянно по кругу, постоянно вот на одни и те же грабли наступать. Пожалуйста, этого не делайте, потому что вы сами себя останавливаете в развитии. Вы постоянно идете в исходную точку и начинаете заново развитие. Надо ли вам такое? Нет. Поэтому очень важно ваше понимание должно быть то, что допустили ошибки, вы их приняли, да, так сложилась ситуация, но вы должны понимать и стремиться к тому, чтобы обходить вот такие вот острые углы. Также будьте сегодня осторожными и не переусердствуйте в работе. Дело в том, что сегодня Луна, находящаяся в знаке зодиака Дева, может склонять нас к перегрузке человека задачами, работой. А это может привести к истощению и переутомлению. Поэтому сегодня очень важно вот в этот день, 23 марта, научиться находить баланс между трудом и отдыхом, для того, чтобы избегать лишнего стресса и напряжения. Очень часто бывают такие ситуации, что человек по 2-3 месяца может не делать уборки, а потом думать, что он за один день все уберет, разберет, сложит, помоет и так далее, и все будет отлично. И вроде бы с одной стороны и прекрасно, но с другой стороны человек очень тратит много времени, энергии, сил. И еще бывает так, что после этого ему нужно 2-3 дня лежать на кровати и отдыхать, потому что тело не было готово к таким вот стрессовым ситуациям. Поэтому постарайтесь сегодняшний день уделить внимание именно для продуктивной деятельности, для саморазвития. Старайтесь сегодня больше обретать ясность в тех или иных моментах. Старайтесь находить понимание в тех или иных действиях для того, чтобы действительно добиться успеха. И важно помнить сегодня об опасности перфекционизма и излишнего напряжения. И вот знак зодиака Дева нас будет в этом плане направлять. Поэтому, пожалуйста, не спешите, подождите немножко. Почему? Потому что вы таким образом спешите, и это ни к чему хорошему вас не приведет. На что еще, друзья, стоит обратить внимание, это то, что сегодня нужно правильно смотреть за своим телом, уделять ему внимание. Также постарайтесь уделить внимание здоровому питанию, насколько это возможно. Сегодня очень хорошо, чтобы вы постепенно меняли состав своих продуктов, которые вы употребляете, стремились к балансу, к разнообразию в рационе, используйте больше зеленого сейчас лука, петрушки, кинзы, любой зелени, то есть все, что зеленого цвета, потому что это помогает вашему телу быстрее адаптироваться к тем изменениям, которые происходят сейчас в вашем теле, потому что мы с вами переходим из зимы в весну, и наступает авитаминоз и соответствующие определенные последствия. То есть у нас у человека апатия, сонливость, ничего не хочется и так далее, и так далее. Также используйте смузи. То же самое.
Одно киви, одно яблочко, тот же сельдерей. Немножко, не надо делать это литрами, буквально по одной штучке. И уже выпили, и уже вам намного будет легче. Через 2-3 дня вы почувствуете уже первые результаты. Или возьмите там тоже морковку, почистите и поскушайте одно, и плюс возьмите апельсинку или яблочко, или что-то еще, что вам будет. Возьмите бурячок, скушайте. Да, именно сырым, не бойтесь этого кушать. Но опять же, смотрите, если у вас есть где-то аллергия или вам что-то нельзя, то здесь нужно, конечно же, быть внимательным и осторожным. Также обращаем ваше внимание, что у нас с вами прекрасные дни для того, чтобы заниматься деньгами, вкладывать деньги, рассчитываться, делать определенные крупные покупки, потому что нас с вами, еще раз напоминаем, с 25 марта по 8 апреля идет коридор затмений. Мы попадаем в такой вот период, когда лучше что-либо глобального не делать, чтобы это не привело к каким-то не очень хорошим последствиям. Далее, друзья, давайте уделим внимание карте Таро на 23 марта. И выпала сегодня карта, которая называется у нас «Силой». И даже эта карта несет вот уникальную энергию, говорит нам о том, что у нас сегодня ждут определенные возможности, которые нам стоит использовать в своей жизни. Кроме того, эта карта нам говорит о том, что нам сегодня нужно стараться преодолеть препятствия, потому что у человека могут быть какие-то внутренние блокировки, недопонимания, и вот нам нужно научиться разговаривать, нам нужно научиться общаться, потому что человек может сталкиваться с испытаниями, при этом человек сам себе их создает. Но если вы будете более мудрее, терпеливее, то вы сможете это все преодолеть, при этом достаточно легкостью это вы сделаете. Также старайтесь сегодня уделять внимание эмоциям, только положительные, только созидательные. Кто-то пытается вас увести, дать какой-то непрошенный вам совет. Лучше отказывайтесь, благодарите Вселенную за таких вот помощников и идите своей дорогой. Не стремитесь смотреть на тех людей, которые вам говорят то, что вам это не подходит. Помните о том, что, знаете, вас как вот силы темные, они испытывают, они вас проверяют, что вы будете делать, как вы пойдете, к чему вы будете стремиться и так далее. Также будьте уверенными в себе. Это очень важно. Именно эта карта говорит, что человек должен быть уверенным, он должен прочувствовать то, что он действительно, он большой молодец, что он уверен в себе, в своих способностях. Также уверенность, решимость, и это поможет вам стремиться к достижению тех или иных целей. Старайтесь использовать тот потенциал, который у вас закрыт, который вы не используете. Проявляйте мудрость. Сегодня смелость. Будьте открытыми для того, что идет в вашу жизнь. Также давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 23 марта. Он говорит о том, что мы преодолевали свои сомнения, свою боязнь, потому что у каждого из нас есть мудрость, есть неиссякаемая сила. И если нам дается какое-то определенное жизненное испытание, то мы обязательно сможем преодолеть эти препятствия, которые стоят на нашем пути. Да, нужно довериться своей интуиции, своему внутреннему голосу, но это обязательно приведет вас к победе. Не позволяйте страху и неуверенности влиять на вас, на ваши решения. Постарайтесь освободиться от оков самоограничений и открыть свое сердце для новых возможностей и для новых достижений. Помните о том, что каждый человек, он заслуживает и успеха, и благополучия, и высшие силы, ангелы-хранители, архангел Михаил, они находятся всегда рядом с нами, и для того, чтобы поддержать на этом жизненном, прекрасном нас пути. Поэтому не бойтесь и доверьтесь поддержке, доверьтесь защите, и вы сможете действительно преодолеть и трудности, и препятствия, и выйти вот на ту правильную дорожку, которая будет светить изобилием, благополучием, здоровьем и так далее. Ввиду того, что сегодня день денежной благодати, когда вы можете своими мыслями, своими словами, действиями привлечь деньги, изобилие и достаток, поэтому в этот день вам нужно произносить одно слово. И это слово, друзья, умножаю. То есть, например, вы сегодня где-то за что-то рассчитываетесь. Про себя скажите «умножаю».
вы пришли домой, сделали какие-то покупки, да, и начинаете раскладывать, например, те или иные продукты питания, вещи и так далее. Опять скажите «умножаю». Вы, например, идете сегодня в гости и идете с каким-то подарком. Также скажите слово «умножаю». Вы сегодня считаете деньги, скажите про себя «умножаю». Это очень важно. То есть вы таким образом через мысли посылаете во Вселенную, что вы мыслимые и немыслимые блага в своей жизни вы умножаете. А это очень важно. Помните о том, что все происходит на уровне энергии, а потом переходит в материальный мир. Поэтому здесь нам с вами очень важно правильно проговаривать определенные слова. И вот слово «умножая» – это кодовое слово именно этого дня, друзья, 23 марта. Поэтому произносите с радостью, с удовольствием. Возможно, вас сегодня что-то удивит, кто-то вам что-то подарит в том числе. Тоже скажите слово «умножаю». Не бойтесь этого слова. Про себя. Идете по улице, вам светит солнце, скажите «умножаю». И таким образом вы умножаете вот эти энергии, которые идут со Вселенной, идут с космоса. Это очень важно, потому что это день, который действительно может изменить вашу жизнь, при этом достаточно кардинально. Друзья, вот такой у нас с вами день 23 марта. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно пропишите следующие слова. Я... Далее напишите полное ваше имя. Сознательно умножаю деньги в своей жизни, привлекаю изобилие и финансовый успех в каждый аспект моего бытия. Это очень важные слова, поэтому обязательно пропишите. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.